Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам свою коллекцию фильмов известного американского режиссера, сценариста, продюсера, ну и актера Квентина Тарантино. В сегодняшнем видео будут все его фильмы, которые сняты им одним. То есть это у нас 9, ну или если рассматривать один фильм как два фильма, то 10 фильмов будет в сегодняшнем обзоре моей коллекции фильмов Квентина Тарантино. Буду идти в хронологическом порядке, в каком выходили данные фильмы. И первый фильм — это картина 1992 года. Первый фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы». Представлен у меня на Blu-ray в таком вот издании. Здесь у нас в картине это снимались Майкл Мэдсон, Стив Бушеми, Харви Кейтель, Тим Рот. Данная картина принесла первую известность Квентину Тарантино. И позволила ему приступить к съемкам его следующей картины, которая вышла в 1994 году. И это культовый фильм «Криминальное чтиво». Данная картина представлена у меня в таком вот Blu-ray из серии «Проверено временем». За данную картину Квентин Тарантино получил Оскар за лучший оригинальный сценарий. Также получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. И также фильм был удостоен еще Золотого глобуса за лучший сценарий. В данной картине снялись Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Харви Кейтель, Тим Рот, Кристофер Уокен и Брюс Уиллис. Такой хороший актерский состав у данной картины. И помимо Blu-ray, у меня также есть и DVD издание данной картины, которое приобреталось ранее, чем Blu-ray. Так это издание выглядит. Здесь видим Blu-ray диск. DVD диск с фильмом «Криминальное чтиво». Такие вот два издания в двух форматах «Криминального чтива» у меня есть. Фильм 1994 года «Криминальное чтиво». Далее переходим к третьей картине. И это фильм «Джеки Браун». Опять же, издание из серии «Проверено временем». На Blu-ray. Такая вот накатка диска. И в данном фильме снялись актеры Роберт Фостер, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон, Лэм Гриер, Роберт Де Ниро, Бриджит Фонда. Но эта картина по сравнению с другими менее известная. Но здесь также снимались много известных актеров. Фильм «Джеки Браун». Далее пошли 2000-е годы. И первый фильм 2000 года, точнее даже два фильма, идеология, которые можно рассматривать как отдельно, так и вместе. Это «Убить Билла», первая часть. А также «Убить Билла», вторая часть. Первый фильм «Убить Билла» вышел в 2003 году, а второй фильм вышел в 2004 году. И в главных ролях здесь у нас снялась актриса Ума Турман, которая уже снималась у Квентина Тарантино до этой картины. «Убить Билла». Далее. 2007 год. И фильм из проекта Grand House. Сначала два фильма из этого проекта вышли вместе.
Это «Планета страха» и «Доказательство смерти», а потом их выпускали отдельно. И Квентин Тарантино снял из этих двух фильмов фильм «Доказательство смерти». Главную роль здесь у нас Курт Рассел. Два диска. На одном диске у нас фильм. Видим Курт Рассел. А на другой здесь видим Квентина Тарантино. И на втором диске у нас дополнительные материалы. Эта картина также далеко не самая лучшая в творчестве Квентина Тарантино, но для своего жанра фильм относительно неплохой. «Доказательство смерти». Фильм «Доказательство смерти» вышел в 2007 году, а спустя 2 года, в 2009 году, вышла следующая картина Квентина Тарантино. Это фильм «Бесславные ублюдки». Такое вот издание на Blu-ray. Простое. Также выходило позднее издание данного фильма в слипе из карточек, с буклетом. У меня такое вот более раннее издание. И в данной картине про Вторую мировую снялись актеры Брэд Питт, Кристоф Вальтз, Дайан Крюгер и Мелани Лоран. И помимо Blu-ray у меня также есть данная картина на DVD. Видим такую накатку диска, которая также приобреталась ранее до приобретения Blu-ray. Так что данные «Бесславные ублюдки» представлены у меня в двух изданиях, в двух форматах. За данную картину один из актеров, Кристоф Вальтз, получил премию «Оскар». «Бесславные ублюдки». Далее. 2012 год, и вышел следующий фильм Квентина Тарантино. Это у нас картина «Джанго освобожденный». Данное издание у меня появилось последнее из всего того, что сегодня показываю вам. То есть оно в совсем недавнем пополнении коллекции. Здесь мы видим Blu-ray с данным фильмом. В данной картине снялись Джейми Фокс, Кристоф Вальтз, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон и Сэмюэл Л. Джексон. Помимо Blu-ray у меня также есть данный фильм на DVD. Видим такое вот издание, которое у меня ранее было, до того, как я приобрел это. Видим здесь у нас DVD. Но это не единственное DVD. Также с недавним пополнением у меня появилось еще второе DVD издание, которое немного отличается. Видим здесь разные значки с обозначением возраста. И сзади отличается нижняя часть. И, кроме того, если мы откроем, здесь у нас белая накатка, а здесь у нас накатка повторяет такую же накатку, что и на Blu-ray. Такие вот два DVD издания фильма «Джанго освобожденный». Но это также еще не все. У меня также есть и саундтрек «Джанго освобожденный» на CD. Видим «Джанго освобожденный». И также
здесь есть в данном CD буклет. Так. Приклеилось. Здесь видим кадры из фильма. А также список представленных на данном CD песен и композиций. Такое вот издание саундтрека на CD. За данную картину Квентин Тарантино получил свой второй Оскар за лучший оригинальный сценарий, а Кристоф Вальтз, играющий здесь одного из главных героев, также получил свой второй Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Такая вот коллекция по фильму «Джанго освобожденный», который у меня состоит из Blu-ray издания, 2 DVD изданий, а также саундтрека на CD данного фильма. Далее переходим к следующей картине. Это фильм, 8-й фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Представлено в таком вот издании, относительно простом. В данной картине у нас снялись Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли, Уолтон Годдинс, Дэшман Бишир, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Брюс Дерн. «Омерзительная восьмерка». И здесь так же, как и у предыдущего фильма, помимо самого фильма, который мы писали только на Blu-ray, у меня также есть саундтрек к данной картине. Здесь видим английское название The Hateful Eight. Список композиций, представленных в данном издании. Такая вот накатка диска. Здесь видим под диском такое изображение. Еще у нас такая вот интересная длинная картинка получается. А с другой стороны у нас опять же список представленных композиций на данном издании. Фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». За саундтрек к данному фильму известный композитор Эннио Морриконе в свой преклонный возраст наконец-то получил свой Оскар. Такой вот интересный факт. «Омерзительная восьмерка». Наконец, последний на сегодня полнометражный фильм Квентина Тарантино. Это у нас фильм «Однажды в Голливуде». Он у меня представлен в формате 4К. Здесь 2 диска, но русский язык в данном издании присутствует только на 4К фильме. В данной картине у нас снимались Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби. Также здесь у нас появляется Аль Пачино. Брэд Питт за роль в данной картине наконец-то получил свой Оскар актерский. А до этого у него за фильм «12 лет рабства» был продюсерский Оскар. А это на сегодняшний день последний полнометражный фильм Квентина Тарантино. И таким образом, на сегодняшний день у меня в коллекции есть все фильмы, которые снял Квентин Тарантино. На этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. На этом все. Пока.